Всем привет! Одна из целей моего канала – это саморазвитие в сфере строительства. Данная сфера очень обширная. Здесь есть конструкция, архитектура, микроклимат, отделка, инженерка, которая включает в себя водоснабжение, отопление, электрику и еще множество других областей. Сам я по образованию инженер-архитектор, и в институте нам многое преподавали. Но невозможно в рамках института овладеть всеми вышеперечисленными сферами в совершенстве. В лучшем случае можно овладеть одной-двумя, которые тебя больше заинтересуют. И именно поэтому я и затеял всю эту стройку, чтобы самому пройти все этапы от и до своими руками. Но в реальной практике ты неизбежно будешь ошибаться, как и произошло с последним сюжетом, а именно ввод электричества. Если вы не в курсе, то у нас есть страничка на Пикабу, если что, ссылка есть в описании. Там я выкладываю в формате статей наши видео, и там очень большой охват и отклик у людей. Напомню, что я начал видео с мысли о саморазвитии. Я специально размещаю статьи в профильных группах, чтобы люди, компетентные в своей области, дали свою оценку и ценные комментарии. В частности, статью про ввод электричества я разместил в группе Лига электриков. И очень много людей отреагировало. В целом негативно, и зачастую комментарии заряжены высоким эмоциональным градусом. Но такая критика на самом деле очень полезна. Люди сами указывают, в каких вопросах ты недостаточно разбираешься, и, соответственно, их нужно более детально изучить. То есть я не считаю, что совершать ошибки – это плохо. Плохо, когда ты не видишь эти ошибки, не признаешь их, не исправляешь и не предотвращаешь их дальнейшее повторение. Именно поэтому я скрою видео про ввод электричества, так как там присутствуют достаточно серьезные ошибки, о них мы сегодня поговорим. Потому что другие люди, не увидев данного видео, могут повторить за мной так, как не следует повторять. Останется только доступ по ссылке из данного ролика для ознакомления. А в ближайшее время выйдет обновленное видео о вводе в дом со всеми исправлениями. А теперь перейдем непосредственно к работе над ошибками. Медный провод от щита до ввода в дом. Данный провод с маркировкой PUV6 я хотел когда-нибудь заменить, потому что по мере появления в доме потребителей вводного провода сечением 6 мм квадратных становится мало. Но, как оказалось, медь сама себя не несет, нужен трос. И изоляция внутреннего провода со временем под действием ультрафиолета разрушается, нужно прятать в специальную гофру. Решение простое – купить СИП-провод, так как он специально для этого и предназначен. К тому же метр этого провода будет сопоставим с метром троса плюс гофра. А еще нужно приобрести медный провод большего сечения, 26 метров которого будет стоить просто космических денег. Но тут есть один важный нюанс. Существующий медный провод, помимо протяжки по воздуху, заходит в дом и прокладывается до распределительного щита. Забегая немного вперед, скажу, что всю внутреннюю проводку мы делали негорючим кабелем ВВГ-НГ, а этот провод единственный выполнен в горючей изоляции. Так как мы прокладывали всю проводку без металлорукава, об этом чуть позже, то участок от ввода в дом до распредщита представляет наибольшую пожароопасность. К тому же, напомню, он имеет относительно небольшое сечение 6 мм квадратных. Этот фактор главным образом и сподвиг меня менять кабель незамедлительно. Но СИП-провод нельзя прокладывать внутри дома, так как он очень пожароопасен. Поэтому мы доведем его до фасада дома. На фасаде перейдем на медный провод сечением 10 мм квадратных в негорючей изоляции ВВГ-НГ, который пойдет уже внутри дома до распределительного щита. Заменив провод сечением 6 мм квадратных на 10 мм квадратных, мы можем увеличить потребляемую мощность до 15 кВт. Процесс замены не сильно сложен. Обесточиваем сеть, отсоединяем медный провод от вводного щита на столбе и от распределительного щита в доме. С помощью длинной стремянки влезем на столб, чтобы отсоединить медный провод из анкерного зажима. И сразу на его место зажимаем наш новый СИП-провод.
фасаде дома также и производим замену медного провода на СИП. Кстати, после примерно 5-летней эксплуатации старый провод вполне себе неплохо выглядит. Изоляция еще достаточно прочная. Пару слов про металлорукав на всю проводку в доме, а то предрекаю новый комментарий по этому поводу. Отказался от него по причине очень высокой цены и считаю, что если везде ГОСТовский медный кабель НГ, сечения всех кабелей просчитаны верно и с запасом, все линии защищены правильно просчитанными автоматами и все места скруток только в распредкоробках, то воспламенение проводки практически невозможно. Поэтому серую ПВХ гофру я выкинул, так как она горючая, а я почему-то думал об обратном. И проложил новый кабель ВВГ-НГ сечением 10 мм квадратных от точки ввода до распределительного щита. Отрезок всего 2,5 метра. Соединение СИП-провода и медного кабеля делаем с помощью зажима ответвительного изолированного, или его еще называют проколом. Затягиваются они до срыва гайки. Теперь перемещаемся к вводному щиту на столбе. Знаю, будут опять комментарии про коммутирующее устройство перед счетчиком, но для этого необходимо вызывать председателя, перепломбировать счетчик. Оставил это на потом, это уже не такая критичная проблема. Главное при работе под напряжением не закоротить фазу с нулем и голыми руками за металлическую часть отвертки не держаться. Работаем аккуратно и не спеша.
После замены на кабель большего сечения на фазу можно поставить автомат большего номинала 50 ампер. Отдельно автомат на 0. Согласен, что это достаточно грубая ошибка, потому что может возникнуть ситуация, когда отключится автомат на нуле, а фаза останется включена, что очень опасно. Справедливости ради я не делал акцент в видео, что устанавливали два однополюсных автомата. Я сказал, что установили автомат на 32 ампера. Это уже особо внимательные ребята разглядели. На самом деле у нас двухпроводной ввод, соответственно земля с нулем совмещены, так называемый PEN. Его рвать не рекомендуется, рвать 0 можно только рабочий после расщепления, и то в связке с фазой, то есть установив двухполюсной автомат. Поэтому в вводном щите вместо автомата на 0 ставим просто нулевую изолированную шину. Теперь можно присоединить SIP-провод к нулевой шине и автомату, но перед этим необходимо установить на него наконечники в целях предотвращения ослабевания зажима, так как SIP-провод многожильный. Теперь переместимся в распределительный щит. Расщепление PEN-линии решил сделать здесь. После расщепления далее идут везде двухполюсные автоматы, рвущие одновременно фазу и рабочий 0. Основные ошибки и их пути решения я осветил. Возможно, были лучшие пути решения или появились новые ошибки. Пишите комментарии, делитесь знаниями и опытом. Всем удачи и пока.